Приветствую вас, мои дорогие любители Азии. Сегодня Story Happens перешло на улицу. Да, я хотела снять дома за чашечкой чая, там, да, водички, может быть, что покрепче, чтобы рассказать вам эту историю, но поняла, что лучше это сделать все-таки снаружи и вам тоже показать всякие красивые места Пусана, ну или парка. Дорогие мои, готовьтесь, сегодня будет еще одна страшненькая, странненькая история. И если тут есть эхо, извините. Готовы? Ну что, поехали. Место менять я, наверное, не буду, потому что все-таки лето, жара, уже по моим цигелям примерно обеденный перерыв, и все вот так аккуратненько начинают рассыпаться здесь на пикнички. А мне надо рассказать вам весьма страшненькую историю, и это единственное место, где наименьшее количество бегающих детей, которые явно будут отвлекать от самого главного — концентрации на страшненьком. А сегодня она будет. Ну, или она будет очень странна. Помните первую историю? Если нет, то посмотрите. Сегодня расскажу о том, как дом меня бил. Вот прям в прямом смысле. Любой угол, любая просто какая-то выпуклость, когда я от нее фактически в километре нахожусь, она меня ударяла. Вы скажете, да блин, неуклюжая корова, что ты, господи, и тебе там в балетную школу, чтобы свою координацию и так далее и тому подобное, занимайся паркуром тогда дома, что уж тут. Нет, все гораздо страннее. И моя история начинается именно с этого. Началось это с переезда. Переезд был уже третий, это была уже третья квартира, и, соответственно, было все достаточно, ну, скажем, быстро, неожиданно. Мы вообще хотели другую квартиру взять, но так получилось, что мы именно переехали в эту квартиру. Ну уж тут ничего не поделаешь, ничего не попишешь. Что дали, то дали. Как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. И как ведется здесь, в центральных районах, многие квартиры, они однушки. Однушка — это студийная однушка, то есть твоя кухня и твоя комната слиты в одно. Единственная отдельная комната — это туалет. Вот такие здесь однушки. И она сама по себе небольшая. Единственный плюс, наконец-то, там была веранда по сравнению со вторым домом. И, естественно, я ахнула: божечки ты мои, 20-й этаж, я вижу далеко. Прекрасный город. Ну, только, правда, это надо встать боком, повернуться, и там вот так вот как-то наклониться, к окну прилипнуть, и тогда ты видишь далеко. Я счастлив как слон. Как бы первые два вопроса, которые я решила задать, это, естественно, все ли здесь работает, ничего ли здесь не надо менять, на что нас убедили, что да, тут все работает. Новая квартира, все замечательно. Вроде бы даже звукоизоляция есть. Не так сильно слышно, что падает сверху, и не так сильно слышно, кто ругается сбоку. Я так думала. В тот момент, когда соседей нету дома, странные звуки, а у них собачек не было, да, странные звуки издавались из соседней квартиры. С другой стороны, непонятные звуки также издавались из другой квартиры, когда там опять же никого не было и тоже собак не наблюдалось. Ладно, там сверху собачка тогда была, ну и там снизу, по-моему, что-то такое живущее было. Кошечки, собачки, не знаю, там все, по-моему, живностью обзаводились. Какие-то непонятные скрипы, какие-то непонятные звуки. В отсутствие человека внутри квартиры и вообще такого факта, как открывание двери и захождение туда любой другой личности, а это слышно, ты живешь в однушке, и любая хлоп-хлоп дверь будет, ну просто, я не знаю, как если бы у тебя рядом с тобой вот так чпок, дверь закрыли. Ты все слышишь. Ничего не было, а там что-то происходит. Это первый раз, когда я начала напрягаться по этому поводу, но самое страшное — это когда вот вокруг тебя бесконечные скандалы. И это такая негативно душащая какая-то атмосфера, от которой невозможно практически избавиться. И ты невольно, даже не обладая никакими позывами к скандалу и, главное, проблемами, начинаешь скандалить со своим человеком, потому что так получилось. И на почве всего этого буквально недели не прошло. Мало того, что мы поругались, после чего я начала собирать просто каждый угол, при том всем, что я находилась в километре от этого угла. Ну вот просто каждый пальчик, каждый вот уголочек, даже окно, когда открывала, чтобы просто проветрить комнату, поднять, то есть ты открываешь окно, вот здесь вот этот косяк, здесь каким макаром, как оно взяло, при том всем, что там есть защелка, чтобы задержать окно, ты поднимаешься, и ты именно этот угол косяка ловишь. И так в течение месяца даже муж удивился, говорит: что такое, почему? Я говорю: я не знаю, потому что просто невозможно, и какие-то кульбиты, просто какие-то телепортации по квартире, чтобы я словила угол, чтобы я ударилась, чтобы я там поранилась, да, чтобы даже вот невозможно порезаться ножом уже, да, но я все равно, чтобы порезалась. Я понимаю, что это явно какие-то странные вообще вибрации, вообще духи. И тут, конечно, самое главное произошло ночью, когда мой ушел в ночные тренировки, и был кошмар. На улице Вязов
без остановки, потому что была пятница, все ушли гулять, в домах чисто вообще ни души, а у меня при всех закрытых дверях и окнах около двери что-то шуршится и падает постоянно. То есть как будто кто-то лазит в пакете с мусором, который закрытый, который уже упасть не может, да? И он падает, ты его облокачиваешь на ту сторону, чтобы вот как-то вот так вот стоял, да? А он вот из этой позиции падает обратно. То есть нету никакого такого могучего сквозняка, чтобы вот так его уронить внутри квартиры. При том всем, что буквально еще чуть-чуть, и там будет стенка. То есть как оно падало, почему там шуршалось. И самое-самое классический просто жанр любого хоррора в Азии — это мелькающая лампочка у входа. По идее, должна реагировать на вход людей. То есть когда кто-то мимо проходит, она включается. Когда какое-то время проходит, движения нету, она выключается. То есть лампочка, реагирующая на движение. Представляете, да, сколько во мне было в тот момент страха, и потом какой-то такой клик произошел, и я начала просто в ту сторону ругаться матом. Конкретным русским, фактически пятиэтажненьким, давно уже не ругалась-то. И оно прекратилось, представляете, вот мелькала лампочка, оно все вот это вот прекратилось. Я поняла, что в моем доме где-то на входе явно происходит какая-то паранормальная фигня. Из-за этой паранормальной фигни у нас в доме явно какая-то такая, неприятная атмосфера. Потому что через 2 месяца думание, что это все-таки мои тараканы, мои какие-то, предрассудки, я там слишком много знаю, плохо сплю. Нет. Понимаете, не может быть, чтобы на пустом месте без всякой проблемы происходили какие-то странные вещи, тебе снились постоянно какие-то непонятные кошмары, и тебе постоянно с этими мусорными пакетами из мелькающей лампочкой что-то происходило. И самое главное, еще одна сломанная лампочка, которую нам не поменяли. Даже когда мы спросили, она периодически сверкала. Как она может сверкать, если ее никто не включил, и она сломанная? Тут, естественно, я собралась с духом, собралась со всеми своими знаниями, и давай там иголки в обои втыкать, как это полагается, да, чтобы с той стороны никто не пришел, с той стороны никто не пришел. Короче, оберегала свой дом в течение месяца, и буквально, получается, 2 месяца каких-то непонятных пипецов, скрежетаний в стенках, падающих вообще пакетов в отсутствии сквозняка, когда они даже при всем желании упасть не могут, скандалы на пустом месте, когда даже и причины нет, и ты потом сидишь вместе со своим человечком и думаешь, а чего мы поскандалили-то вообще? А я не знаю. То есть реально какая-то негативная, пипец просто атмосфера, которая вокруг просто, снизу, сверху, по бокам, в соседних квартирах. И это все постоянно умножается, и ты понимаешь, что это все, это надо как-то чистить, с этим надо как-то бороться. Один просто так пол помыть солью точно не прокатит. Тут у меня начался просто месяц запойных всяких мантр, соответственно, свечки, и, конечно же, благовоний. Матушка тоже, как говорится, мимо проходила здешняя свекровушка и тоже, как говорится, одарила талисманчиками, чтобы все было хорошо и замечательно, потому что, когда она услышала, что в течение месяца собираю все углы, она первая, кто предложил талисман. Носи с собой, никуда не это, там все будет хорошо, все будет хорошо. И, конечно же, это помогло, реально. То есть то, что я в течение месяца мантры, свечки, благовония, то, что у нас появился наконец-то в доме талисман, а я после последнего дома решила, никаких все, нафиг, все, ничего не надо, никаких там талисманов над дверью, как у нас там подковы, шматковы, будет интересно, потом про талисманы расскажу, никаких там дополнительных вообще непонятных вещей, чтобы в доме счастье было, чтобы ссор не было, там, веник, да, чтобы плохие люди не заходили, это прям тройная раскладка у меня была над входом, и просто чуть ли не в каждом месте был воткнут какой-то талисман. Во втором доме я это все сгребла, ей отдала, сказала, что это перебор, это слишком. У меня есть свои верования. Наш, как говорится, веничек там подвесила куда надо. Подковы не было, извините, хотела подвесить. Так что сделала свою ручную подкову. Ничего, нормально, так тоже прокатит. Да, квартира была очень легкая, в принципе, потому что изначально прям сразу такие талисманы, везде защищены. А здесь мы пришли, ничего не было. То есть тут скандальная квартира изначально, видимо, была. Плюс, естественно, целый месяц, практически даже 2, собирать углы и ссориться на пустом месте, это точно странно. Точно говорит о том, что здесь что-то не то. То есть накопилась какая-то негативная энергии, которую явно не чистили, не убирали, а в Корее это странно, потому что тут куда ни пойди, в принципе, да, нету такого ощущения негативного давления на тебя. В этой квартире оно вначале было, как будто на тебя стены давят, вместо того, чтобы они тебе помогали, они на тебя давят.
Это был просто кошмар. Слава богу, это прошло. То есть у меня, дорогие мои неверующие и верующие скептики, и не скептики, теперь просто есть обязательные вещи в течение недели. Я хотя бы 2 раза в неделю делаю чистку. Я чистила эту замечательную квартиру. И, как бы сказал Джим Керри, теперь эта квартира чистая, и в ней нету никаких демонов. Ну, а на этом все. Моя замечательная, не такая уж и криповая история про странно падающий мусор и сверкающие лампочки по квартире, которая меня била кулачками, закончилась. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забудьте поставить этому видео пальчики вверх. Поделитесь этим видео со своими друзьями. Мало ли кто еще не знает о том, что тут может такая фигня происходить. И, конечно же, подписывайтесь на мои соцсети. А это Инстаграм, ВК, Морда книга. У меня есть блог, куда я делаю частенечко ревью, и не только. У меня есть твиттер, куда я пишу свои мозгобрызги каждое утро, и не только. Правда, на английском, но это же не суть. И у меня есть твич, в который я периодически делаю стримы корейских игрулек. Ну что, до новых встреч и пока! Я, конечно, все понимаю, но пока я вам эту историю, рассказывала, около меня вот прям четко вот за камерой стояло прям 4 аджуши. И вот в таком вот положении. Тяжело это делать на улице, особенно когда ты хочешь что-то такое вот, чтобы вот так вот, вот так вот.